Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах, которые нельзя ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах поднимать на улице. Поэтому никогда не поднимайте эти вещи. Что это за вещи, которые могут вам навредить и изменить вашу жизнь не в лучшую сторону, далее в этом видео. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, будет много полезной, важной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, включен ли колокольчик, все уведомления, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни находил бы какую-то вещь или предмет. И казалось, когда мы с вами находим вот эту вещь, нам казалось на первый взгляд, что все безобидно и не несет никакой опасности для нас. Ведь многими из таких вещей мы пользуемся с вами в повседневной жизни. И каждая вещь, которая принадлежала человеку, несет в себе его энергетику. И многие из таких вещей могут хранить в себе негатив, переживания, неприятности, неудачи и, вы знаете, даже болезни своего владельца. Очень часто на такие предметы налаживают порчу и разные неблагоприятные для человека моменты. А вы взяли, подняли такую вещь, и еще что хуже, ее стараются принести домой. Подберем это все, и тем самым вы можете навредить себе очень сильно. И, к сожалению, даже можете разрушить не только свою жизнь, но и жизнь ваших членов семьи, ваших любимых людей. Потому что у вас могут начаться неудачи, неприятности во всех сферах вашей жизни. Вы можете потерять легко работу, деньги могут перестать появляться у вас, разладятся семейные отношения, начнет все валиться из рук и происходить, к сожалению, только во вред вам. Вы, наверное, сейчас скажете, ну зачем вы нас пугаете? Мы и так все знаем. Но дело в том, что многие люди, каждый раз мы видим и сталкиваемся с тем, что, знаете, вот жадность фраера погубила, так и из этой оперы. Многие люди все равно берут вещи, которые лежат на улице, которые, возможно, были случайно, специально потеряны. И вот эти вещи, как правило, они выбрасываются с определенным негативом, с определенной негативной программой. И очень часто, глядя на некоторые из них, вот возникает желание поднять эту вещичку. Но вы должны понимать, что из этой вещички, знаете, будет сразу уходить весь негатив к вам, потому что вы запустили определенную программу. Поэтому, чтобы потом не жалеть, не стоит поднимать вещи с земли. Ведь вы не знаете, что в данную вещь заложено и что она принесет вам. Кроме того, давайте, смотря вот себе в глаза, мы будем понимать о том, что эта вещь не наша. Мы ее не теряли, мы ее не покупали, мы на нее не зарабатывали деньги. Тогда возникает вопрос, зачем мы ее берем в руки. Но многие люди почему-то считают, что они обязаны взять эту вещь и отнести домой. А вдруг найдется человек, у которого это пропала вещь. Так вот, вы должны понимать, что очень опасно подбирать деньги, подбирать мелочь разного номинала на перекрестке или там, где соединяются три дороги. Потому что в такие места специально выкидывают деньги, а с ними выбрасываются и неудачи, печали, несчастья. На эти деньги могут также навести и порчу. Вы поднимаете и с этим берете эту программу себе. А человек, сделавший это, он избавляется от своих проблем и бед буквально на раз.
Поэтому не нужны вам чужие деньги. Если вы видите, что перед вашими глазами человек потерял деньги, выпали у него деньги из кармана, извинитесь, но не берите эти деньги, скажите, вы знаете, вы потеряли денежку, наверное, это ваша деньга, наверное, вам нужно взять, но никогда руками не берите эти деньги, пожалуйста. Далее украшения. Украшения, которые вы видите на улице, также нужно обходить, потому что они несут в себе проблемы, несчастья. Эти вещи имеют со своим владельцем очень сильную энергетическую связь и впитывают всю эту энергетику в себя. И очень часто, как правило, хозяин специально заговаривает свою самую любимую и дорогую вещь и подбрасывает ее, чтобы избавиться от тех проблем в жизни, которые не дают ему спокойно жить. А вы это берете с радостью и с удовольствием. Вы должны понимать, что к предметам, которые не теряются, а специально выбрасываются своими владельцами, относятся и разного рода булавки, иголки, броши, ножи и разные другие колющие и режущие предметы. С помощью таких предметов убирают определенные негативные программы и очищают свой дом от разного рода проблем. Поэтому, если вы увидели эту вещь на дороге, то сразу ускорьте свой шаг, чтобы пройти мимо нее, так как она имеет очень сильное негативное биополе и может даже на расстоянии притянуть к вам свой негатив. Он, конечно, не навредит в такой мере, если бы вы подняли такой предмет или вещь, но мелкие неприятности вам, возможно, доставит. Когда вы видите ключи на улице, то, вы знаете, у вас даже автоматически у многих людей срабатывает такая программа, их нужно поднять. Ведь терять ключи может каждый и даже вы. Но вы должны понимать, что ключи – это не такая простая вещь, как кажется на первый взгляд. И подняв ее, вы можете навредить себе. Очень часто на такие вещи делают наговоры, как бы запирая за дверями все неприятности и беды человека. А ключи выкидывают, и вы, поднявшие их, подбираете в свою жизнь весь этот негатив, который принесут вам беды. Далее расческа. Расческа также относится к таким предметам, которые нужно обходить стороной, ведь она также очень сильно связана со своим владельцем и напитана именно его энергетикой, которая передается через волосы. Эта вещь также участвует в разного рода негативных обрядах, которые не несут ничего в себе хорошего. Далее мягкие игрушки, подделки. Они также опасны для вас. Такие вещи выносят из дома для того, чтобы убрать из дома неприятности, проблемы, а также сохранить и удержать семью. Они изначально не оставлены на улице просто так. Просто задумайтесь над этим. Далее наручные часы. Как вы знаете, часы – это вообще очень своеобразный предмет, и с ним в обычной ситуации нужно быть очень осторожным. И правильно относиться к ним нужно, поэтому правильно даже дарить и принимать в подарок. А когда часы находятся на улице, лучше и вовсе к ним не прикасаться, потому что с часами вы можете подобрать биополе их владельца и этим разрушите свое. А чтобы не рисковать, лучше не трогайте их, пусть остаются там, где и лежат. Ну, а если вы нашли нательный крестик, его также лучше не поднимать. Вы должны понимать, что это сильный оберег, и он должен оберегать своего хозяина. Такая вещь может изменить вашу судьбу, но, к сожалению, не в лучшую сторону. Далее резинка для волос. Вы будете удивлены, но такой предмет также не принесет вам ничего хорошего, если вы ее поднимете, так как эта вещь постоянно контактировала с волосами своего владельца и полностью пропитана его энергетикой.
Далее зеркало. И зеркало считается одним, наверное, из самых также опасных предметов. И со зеркалами вообще связано очень много разных обрядов, ритуалов. Эта вещь способна впитывать в себя любую энергетику, слова, действия, а затем отдавать человеку, который будет смотреть в такое зеркальце. Так как вы не знаете, что в него заложили и что вы получите взамен, лучше обойдите его стороной. Даже не старайтесь в него посмотреть и увидеть свое отображение. Также вам нужно научить своих детей ничего не поднимать с земли, чтобы они также не смогли себе навредить и вам. Кроме того, защитное поле ребенка, оно не такое сильное, и его нужно постоянно укреплять, как взрослое биополе. Кроме того, к нему быстрее могут притянуться и негативные энергии. Лучше вещи, которые вы не теряли и которые не внушают вам доверия, просто обойти стороной. Таким образом вы убережете себя от тех неприятностей, от тех проблем, которые были заложены в программой в эту или иную вещь. Конечно, ваше право поднимать, нести, отдавать, сдавать и так далее. Но вы должны понимать, что скупой платит дважды, а иногда и трижды. Поэтому, чтобы этого не было, помните, то, что вы заработали деньги, вы купили и вы ним пользуетесь. Если это не ваше, то зачем вообще поднимать такую вещь? Зачем нести в свою жизнь новые негативные программы и новые проблемы? Подумайте, пожалуйста, над этим. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся с вами в следующем видео.